Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире я, Наталья Копцова, руководитель женского журнала «Психология и духовности» «Колледи». И сегодня у нас в гостях, жду, когда присоединится к трансляции, Инна Инюшкина, руководитель, основатель Центра благотворительного фонда «Спина Бифида». Прекрасная, мудрая женщина, у которой был с плечами свой опыт и свой путь, сильная, уверенная в себе, умная, красивая. Сегодня она поделится с нами своими знаниями о том, как женщине, столкнувшейся со сложными жизненными ситуациями, в частности, мы говорим о мамах особенных детей, как найти внутренний ресурс для себя, ресурс матери, как оставаться сильной, позитивной, красивой мамой, которая помогает своему ребенку, которая не просто тянет тяжелую ношу, а которая еще может поддерживать, что-то делать и проходить свой путь достойно и даже, может быть, позитивно. Наталья, я рада вообще с вами встретиться, рада с вами была познакомиться в моей командировке в Санкт-Петербург. Рада, что сейчас в вашем сообществе можно пообщаться. По поводу фонда и моей личной истории, фонд был создан из личной как раз истории, потому что 10 лет назад у меня родился ребенок со спиной бифида, и тогда, 10 лет назад, получить какую-то информацию, какую-то поддержку и какую-то маршрутизацию, какую-то врачебную, медицинскую помощь было невозможно. То есть не было никакого сообщества, никакого фонда, ничего тогда на тот момент, и даже непонятно было, где лечить ребенка. Я поехала в Израиль на операцию, которую сейчас наш доктор-эксперт фонда делает буквально ежедневно эти операции. Тогда я поехала в Израиль, я собирала деньги через Facebook, большую сумму, $50 000, для того, чтобы спасти жизнь своего ребенка. И когда я вернулась, я поняла, что что-то надо с этим делать, как-то нужно поменять ситуацию, потому что, окей, я съездила, сделала операцию в Израиле, я что-то нашла, я живу в Москве, у меня там были какие-то связи, друзья, но люди, которые живут по всей стране, живут в регионах, если у них нет связи, как они вообще спасают жизнь таким детям? Непонятно было мне тогда. И поэтому в какой-то момент я решила создать организацию, которая будет помогать, информировать, маршрутизировать, подсказывать, где можно получить медицинскую помощь, чтобы этот диагноз сделать видимым. К сожалению, я бы сегодня говорила не только про диагноз спины бифида, а вообще в целом про материнство, про непростое материнство, про сложное материнство, в том числе с особенными детьми. Многие диагнозы, они такие табуированные, про них не говорят, про них ничего не известно, не слышно, и мамам очень сложно найти информацию. Поэтому моя задача больше была в том, чтобы информировать родительское сообщество, где и как можно получить помощь, соединять с врачами. А вы узнали о патологии еще будучи беременной? Да. Что чувствует женщина, сталкиваясь с диагнозом, при этом с диагнозом, о котором так мало информации, еще скажем, что говорили врачи, оставлять ребенка, не оставлять ребенка, какие они давали прогнозы, какие у вас были мысли тогда? 10 лет назад это, конечно, было очень страшно, это правда, потому что ты впервые слышишь словосочетание спина бифида и вообще не понимаешь, что это такое. То есть я впервые это услышала словосочетание на УЗИ, когда этот диагноз ставили моему ребенку, которому было 32 недели уже. Сейчас я рада, что сейчас, когда беременным девочкам это сообщают, они могут сразу же позвонить нам и у нас получить всю необходимую информацию, всю маршрутизацию. Тогда это было страшно. Если вы сейчас введете спина бифида в интернете и нажмете картинки, и спинномозговые грыжи еще лучше, то вы увидите страшные, ужасные картинки, совершенно, как интернет любит, совершенно страшно все. И, конечно, будучи беременной женщиной, смотреть все эти страшные картинки, оно не добавляет оптимизма, особенно когда тебе врачи говорят, что у вас родится и дальше очень нехорошие слова, то, как принято было в Советском Союзе еще называть людей с инвалидностью, и не хочу даже повторять вслух, и чувства, мне кажется, очень сложные чувства, это и безысходность, это то, что ты не можешь уже ничего изменить, то, что ты не можешь никак на это повлиять,
Мне кажется, ни одна женщина не готовится к тому, что в какой-то момент, когда она беременная, когда она там выбирает себе бантики или кроватки, или там плачущую для будущего ребенка, окажется, что ей нужно выбирать инвалидную коляску. То есть к этому никого никогда не готовят, никому никогда об этом не говорят. Мы вообще мало, когда живем в обществе, мы мало сталкиваемся с людьми с инвалидностью. И я даже не знаю, вот у наших слушателей и зрителей, я, правда, не вижу их комментариев, вот в своей жизни, пересекались ли они когда-то с человеком в инвалидной коляске? Видели ли они когда-нибудь человека с инвалидностью? То есть это даже вопрос, то есть не каждый взрослый человек может в своей жизни встречаться с такими людьми. Мы не всегда находимся в тех ситуациях или в том обществе, где такие люди находятся, где они есть. Вот до рождения вот такого у меня ребенка в моей жизни был опыт, наверное, дважды, когда я в своей жизни там за 20 с лишним лет пересекалась с людьми с инвалидностью всего. Вот. И поэтому как-то быть к этому готовым очень сложно. Ты переживаешь очень сложные чувства. Я помню, что вот из моего опыта, когда я говорю, что я встречалась с 2 людьми с инвалидностью, одно из них, это я сидела в поликлинике, я была маленькой девочкой, сидела в поликлинике. Мимо меня прошла женщина с инвалидной коляской, она катила впереди своего ребенка на инвалидной коляске. И сама женщина выглядела совершенно ужасно, я это точно запомнила. Она была очень некрасиво одета, не модно, она выглядела очень старо, очень уставшая. И когда мне сказали, что у меня ребенок будет в инвалидной коляске, первое, что я сделала, это вспомнила эту женщину. И я подумала, я никогда не буду выглядеть, как она. Я всегда буду одеваться очень красиво, очень ярко, выглядеть очень модно. То есть я совершенно точно знаю, что я как женщина должна себя сохранить и не превратиться в старуху, которая катит перед собой инвалидную коляску. У меня будет у ребенка самая модная коляска, у него будет самая стильная одежда, я буду выглядеть самой яркой, самой красивой, и я, независимо от того, что впереди меня я буду катить инвалидную коляску. Вот, это вот, видимо, какая-то моя триггерная точка, знаете, как в психологии есть же какая-то боль, то, что я там увидела, Да. у меня отразилось. И поэтому я несу совершенно противоположный образ сейчас инвалидность и мамам, у которых есть дети с инвалидностью, что вы можете жить нормальной, яркой жизнью, вы можете красиво одеваться, вы должны за собой ухаживать, вы должны себя поддерживать, независимо от того, что вы катите там инвалидную коляску, или там ребенок с какой-то другой особенностью, или обычную коляску вы катите, потому что у вас только родился ребенок, даже если 5-й ребенок. Вы как мама всегда должны быть в первом месте у себя. Многие женщины не разрешают себе радоваться жизни, вот когда у их ребенка какая-то болезнь, да, или что-то, то есть они просто внутренне блокируют радость, потому что как я могу радоваться, когда вот у меня там в семье горе, трагедия или болезнь или что-то еще. Вот как вы вот это проработали или этого не было? У меня это точно было. Есть еще такие прекрасные чувства, как стыд и вина. Есть еще такая табуированность или как стигматизация общества, потому что тебе обязательно кто-нибудь скажет причину, почему тебе так случилось, и эта причина может быть совершенно вообще никак не иметь отношения, быть необъективной, но тебя обязательно в чем-нибудь обвинят, и с этим, конечно, жить очень непросто. Я думаю, что это относится даже к мамам маленьких детей, что у них тоже есть такое, как там годовалого ребенка оставить дома с няней или с папой, пойти там потанцевать на дискотеку. То есть там тоже чувство вины и стыда тоже может проявляться активно у многих, не у всех. Вот. Мне, честно, помогла терапия. И я, кстати, рада, что мы сейчас общаемся именно с психологическим журналом, что вы, скорее всего, помогаете именно психологически женщинам. И это очень здорово, потому что женщина вообще не просто в этом мире, который построен по мужским правилам, давайте уж говорить честно, да, что мир построен мужчинами по мужским правилам, и мы, как женщины, должны, помимо того, что мы должны все-таки думать о своей карьере и образовании, потому что в какой-то момент все равно может случиться развод, в какой-то момент, все равно мы можем потерять мужчину, на которого опираемся, по разным причинам. И нам придется самим обеспечивать себя и своих детей, и просто на уровне выживания нужно думать и об образовании, и о карьере, и об опыте работы. Но параллельно еще беременеть, рожать детей, кормить их, ухаживать за ними, ухаживать за домом. То есть женщинам, у них в 10 раз больше задач в дне, чем у мужчины. И это, конечно, непросто. Вот. Но мы говорили про психотерапию. Мне помогает психотерапия немножко вернуться к себе и осознать, что я могу жить, как не только как мать ребенка с инвалидностью, но как женщина, вернуться как подруга, как сестра, как жена, то есть что я есть, как личность, что у меня могут быть свои интересы, свои задачи, свое хобби.
Вот. Мне очень помогла работа, ну, то есть социализация, то, что я могу реализовывать свои проекты, мне это очень помогает. И я прям всячески рекомендую женщинам, если у них есть энергия, есть желание, есть возможности, то искать выход этой энергии и как-то где-то работать. Можно онлайн работать, можно подрабатывать, можно открывать свои организации. Вот эту энергию выпускать, чтобы она не давила внутри, потому что иначе это будет нереализованная женщина, не знаю, нет ничего хуже нереализованной женщины. Вот, Слушайте, а как удавалось совмещать уход за ребеночком, да, и работу? Все-таки вы привлекали нянь? У меня никогда не было няни, клянусь вам. У меня до сих пор нету няни. Когда кто-то мне про это узнает, я в шоке. В смысле? Вот. При этом у меня ребенок, который все время требует жуткого внимания. То есть помимо того, что он на коляске, он вообще все время держит мое внимание. Знаете, как это такое? Он все время управляет моим вниманием. Если бы он сейчас встретился с вами, вы такая прекрасная, красивая женщина, он бы все время держал ваше внимание, и вообще бы вас не отпустил на час, вот ваш фокус внимания никуда. Вот. Но каким-то образом я приспособилась. Мне окей, я без няни, я сама с ним. Как совмещать? Мне нормально. То есть очень важно понять, в чем твой ресурс как женщины. Вот если работая, вы восполняете свой ресурс и набираетесь ресурсом, то есть там вы поработали 2 часа в дне, но вы такая наполненная, у вас столько силы, столько энергии, потому что вы что-то сделали важное для себя, сейчас что-то себя реализовали, то потом вы такая наполненная, приходите к своей семье, к ребенку, к мужу, и все дела, они просто делаются вот так, потому что у вас есть сила, есть энергия, есть задор, есть драйв. Работать можно, я вечером не очень охотно соглашалась на эфир в 8 вечера, я работаю с 4 утра. Мне очень нравится работать с 4 утра, потому что мои дети просыпаются к 8 в школу, у меня 4 часа тишины. Дети спят, муж спит, вся страна спит, никто не пишет. 4 часа, когда я могу переделать кучу просто дел в тишине. Вот. Вы, наверное, и потом, я как-то приспособилась. Жизнь без няни, она приспосабливает. Вот, то есть если кто-то скажет, что это невозможно, я же есть, существую, видите, я живая, у меня нет кругов под глазами, вот посмотрите, я симпатичная даже. Вот. И к 8 часам, когда просыпаются дети, я уже полна сил, я переделаю кучу дел, я могу уже поучиться на каком-нибудь курсе параллельно, что-то, уже создать какие-то документы. И я уже наполненная, радостная, могу уделить время всех развести по школам, по садикам, в общем, уже вполне себе быть в наполненном состоянии. Перешли на такой режимный момент, чтобы вставать в 4 утра. Понятно, что я, например, тоже часто себя ловлю на мысли, что хорошо бы вставать там в 4-5. Но это же некая сила воли или что? Как удалось? Либо у вас всегда была такая любовь к раннему вставанию? Ведь есть люди-жаворонки, которые... Нет, у меня точно не было любви такой, и мне кажется, я была всегда совой. Вот. Но если вы почитаете любую информацию в интернете про сон для женщин, любой любой сайт, вы всегда увидите, что самые ценные часы, где вырабатывается огромное количество мелатонина, это с 9 вечера до часа. Вот если вы будете спать с 9 вечера до часа, вот эти 4 часа, они дают больше, чем, например, вы будете спать с часу ночи до 10 утра. Вот это сколько получается? Это 9 часов. То есть они реально считаются золотыми часами для женского организма, когда женщина очень быстро восстанавливается, там вырабатывают какие-то гормоны, которые в женском теле воспринимаются только во время сна. То есть вот сейчас у нас закончится с вами эфир, и все прям сразу должны уснуть обязательно. То есть я правда ложусь спать в 9 или в 10 максимум, в 10 для меня даже поздно, потому что это такие часы для организма, которые восстанавливают. Вот. А детей надо приучить так рано ложиться? Слушайте, не надо приучать детей так рано ложиться. Если не очень маленькие, то они пусть сами идут и ложатся. Это, кстати, отдельная моя тема про то, что я это говорю грубо обычно, сейчас как на эфире в таком приличном журнале, скажу, отстаньте от своих детей. Если им больше 3 лет, они умеют сами умываться и сами залезать в одеяло. Вот вообще они справятся точно. Вам надо спать, поэтому вы идете и ложитесь. Кому не надо, пусть не спят. Это их проблема. Но спящая мать, она все равно манит в постель как-то. Она уже начинает манить, укладываться тоже. Я честно скажу, у меня все в доме знают, что после 9 мать тигрица, и ей надо лечь спать. Если кто не хочет, он просто не трогает меня уже, потому что это опасно для здоровья, и дает мне высыпаться. Вот, поэтому, вот если вы будете беречь в первую очередь себя, то у вас будет ресурс. Вот я про ресурс очень хотела проговорить, про то, как заботиться о себе и о своем ресурсе. Угу. Инна, хочется, чтобы как-то
поделиться полезными, может быть, какими-то психотерапевтическими практиками или техниками, которые вы взяли себе вот на вооружение. И все-таки психотерапия – это, как правило, отказ от каких-то, да, вот одних установок и замена их другими. Вот, может быть, вы помните какие-то такие фундаментальные моменты, где менялось мировоззрение, вот что нужно отпустить, а что принять, вот какие-то конкретные там убеждения, образы себя. Ну, я официально не психолог, я только организационный терапевт, но не психолог. Но я могу поделиться какими-то важными вещами. Мне кажется, что самое важное для меня это в том, что моя сила в уязвимости. У меня есть ребенок с инвалидностью, и я это принимаю, и я это знаю. Я не трачу все свои силы на то, чтобы его вылечить, потому что это невозможно его вылечить, я это знаю. Я трачу силы и энергию на свою жизнь, и он живет рядом со мной, видя мою жизнь. И это его вдохновляет тоже жить, а не умирать. Потому что, ну, дети с особенностями, они все время в таком пограничном состоянии, они постоянно болеют, попадают в реанимацию, ломают себе разные части тела. Ну, это такая непростая история, это такой квест. Вот. И когда ребенок с особенностями видит живую мать, не эмоционально мертвую мать, которая с утра до вечера его там массирует, меняет ему пеленки, вытирает слюни, кормит с ложечки, завязывает шнурки, а сама просто с немытой головой уже неделю, с потухшим взглядом и так далее. Вот если он видит живую рядом с собой мать, а не мертвую, то он хочет жить, и он хочет с ней гулять, и хочет с ней ходить куда-то, хочет эту жизнь тоже познавать через нее, и ему незачем-то болеть, попадать в реанимацию, ему это неинтересно уже, он понимает, что тогда он пропустит кучу событий, запланированных с этой сумасшедшей матерью, у нее там запланирован там аквапарк, поход в музей, парк, гости, как он может вообще заболеть, у него кучу событий просто. Вот. Про ресурс. Вы можете меня возвращать иногда, если что. Совершенно точно нужно... я говорила про силу в уязвимости. В общем, я про то, что я всегда говорю о том, что у меня есть такой ребенок. То есть для меня это моя слабость, моя уязвимость, моя болезненная точка. И я прихожу в какое-то новое сообщество, я часто бываю в новых местах, там, в новых каких-то, ну, не важно, сообществах. И я практически сразу об этом говорю. Иногда это люди реагируют по-разному, потому что, как вы вначале сказали, не все с этим сталкивались. Но мне все равно, потому что я знаю, что все, я как бы все карты раскрыла, я знаю, как бы все знают, где меня может триггернуть, где мне может стать нехорошо, ну, как бы вот какая тема меня может задеть. И я про это прям сразу говорю. То есть... Об этом поподробнее. Что все-таки больше всего триггерит, что нельзя делать окружающим, да, вот чтобы как бы не ранить, не травмировать. Ведь мамы, которые не прошли через это, они просто даже иногда не знают, как общаться с мамами, например, деток-инвалидов, и избегают такого общения. Вот чтобы такого не было, какие правила стоит соблюдать окружающим в плане, да, вот этики, что нельзя спрашивать, может быть, да, о чем нельзя говорить, для того, чтобы вот не обидеть, не травмировать человека. Угу. Это хороший вопрос, Наталья, он сложный, но хороший. Давайте я еще на предыдущий чуть-чуть отвечу, потому что у меня там есть пара мыслей, и мы к нему вернемся. Я хотела сказать, вот вы спросили, что проговорить, что проработать внутри себя. Я бы рекомендовала пойти к психотерапевту с теми голосами, которые внутри вас обвиняют вас в чем-то, потому что эти голоса чаще всего не ваши. И когда вы начнете работать с психотерапевтом, он спросит, а кто обвиняет вас в том, что у вас родился такой ребенок? И окажется, что это голос мамы, бабушки, дяди, тети, подружки. Это неправда он голос, но он внутри вас поселился, и это чей-то голос внутри вас добавляет вам вины, стыда, неудовлетворенности. И вот это вот все прорабатывается. Мне понадобилось... Ой, вы у меня пропали, Наталья, видео пропало. Вот. Мне понадобилось около года терапии, но для мам, особенно детей, это бесплатно. Терапевты, есть психотерапевты, психологи работают бесплатно. Вот у нас в фонде точно есть для мам, родителей со спинной бифида бесплатные психологи. Мне понадобилось около года для того, чтобы я перестала стесняться, что я наслаждаюсь жизнью, чтобы я позволила себе в Инстаграме в сторис постить фоточки о том, что я отдыхаю на море, а не делаю массажи в реабилитационном центре ребенку. Мне было стыдно, представляете? Вот я работала я создала 2 организации, создала Монтессори школу, я создала благотворительный фонд, я помогаю 1000 детям, и мне было стыдно сказать, что ой, а я сейчас на недельку уехала на море, я стыдилась этого. И вот мне нужно был год терапии, чтобы это проработать, чтобы перестать этого стыдиться, чтобы сказать, да я, черт возьми, имею право отдыхать. Я мало того, что помогаю другим людям, так я еще и, у меня еще ребенок сложный, я вообще имею право отдыхать. Вот, ну вот это как бы помогло, ну с терапией мне помогло. Вот, мне кажется, очень важно просить помощи, прям вот не стесняться и по-честному просить помощи.
Вот это как бы у подруг, у друзей, у семьи, потому что иногда бывают такие моменты, ну, когда мама, правда, не вывозит, вот не может больше. Потому что если мама не работает целый день с утра до вечера с ребенком, то эмоциональный ресурс, он в какой-то момент проходит к концу. И ты уже можешь ненавидеть себя, ненавидеть ребенка, ты уже можешь кричать на него, хотя это не из-за того, что он какой-то, а просто ресурса больше вот нету, вот все, вот кончился ресурс. И вот чтобы не доводить себя до ситуации, когда ты хочешь выйти в окно, ну, условно, да, прям по-честному, позвони подруге, скажи: Маша, дорогая, вот я уже все, я больше не могу, приедь, помоги мне. Вот посиди 2 часа, а я уйду в парк, поплачу, пожую семечки, съем шоколадку, попью какао, что угодно, там, в бассейн схожу, еще что-то. Замени меня на 2 часа. Вот. И вот это попросить по-честному помощи из своей уязвимости, кого угодно, кого вы можете попросить, это вот я прям очень рекомендую. Эти 2 часа могут дать вам возможность сильно восстановиться, вернуться, опереться и знать внутри, что у вас всегда есть такой человек, уже потом просто зная, что в какой-то момент вас могут заменить, уже вот это может позволять, ну, давать опору внутри и не доводить до такого состояния. То есть, может быть, вы ее больше никогда не позовете, но будете знать, что если что, мне есть к кому обратиться. И это уже дает энергию, дает опору. Вот, это вот из каких-то лайфхаков. Ну и, конечно, чаще отдыхать, заботиться о себе. Вот прямо сейчас, кто нас слушает, подумайте, что вы сегодня сделали для себя. Вот прям я не вижу ваши комментарии, не могу просить вас здесь написать. Вот, но вот что вы сегодня сделали как мама, как женщина для себя? Вот что вообще доставляет вам удовольствие? Там, можно какие-то банальные вещи сказать, там, маникюр, педикюр, может быть, просто пойти погулять, может быть, встретиться с подругой, может быть, просто шоколадку одной в комнате закрыться съесть, какая-то простая вещь, может быть, еще что-то. Вот что я сегодня сделала для себя. Я с этого начинаю каждое утро, пока дети не проснулись, я себе на день записываю приключения. Какое у меня сегодня будет приключение для самой себя, что меня сегодня будет радовать. И дальше уже может что угодно быть, дети, работа, все что угодно, но я знаю, что вот это приключение для меня в сегодняшнем дне обязательно. Это вот мой будет момент, когда я буду заботиться о себе. Вот. Ну и работа со своей энергией. Это есть миллион способов, как работать с энергией, ну, со своей, как восстанавливать ресурс, да, это и с телом работа, занятия спортом очень это помогает, какие-то контрастные души, дыхательные практики, вот, ну, то есть работа, правильное питание, то есть все что угодно, что дает вам энергию, вы прям в течение дня можете отслеживать. Вот я сейчас это сделала, у меня после этого поднялся уровень энергии или упал, мне после этого радостно или грустно, и прям вот выписывайте такие моменты, вот что меня радует, вот что дает мне энергию. Ну и как можно чаще делать такие практики. Особенно сейчас на улице началась осень, у вас в Питере тоже, наверное, уже грустноватенько тогда, сыроватенько. Ну, вот такая вот погодка, она уже такая, знаете, еще месяц назад была жарко, а сейчас уже не очень радует. Поэтому точно нужно просыпаться по утрам и как-то себя прям вот бодрить, мять, прыгать, бегать, включать веселую музыку, наливать вкусный чай. Ну и, в общем, как-то заряжать всячески, чтобы вот день прошел очень энергично, очень драйвово, придумывать приключения. Можно с ребенком вместе, если вы сидите дома с ребенком. Что, дорогой, у нас есть того приключения. Куда идем? Что делаем там? Какое у нас приключение? Вот. Угу. Спасибо. Ну, это на самом деле ценные очень советы. А если вернуться вот к вопросу про окружающих, да, вот все-таки как, ну вот я спросила со стороны больше совет людям, да, окружающим, что не нужно говорить, что делать, и как, наоборот, нужно себя вести. Но в то же время интересно еще, я понимаю, что вот вы сталкивались с какими-то обвинениями, да, как на них реагировать, все-таки как давать отпор, как вот, может быть, ставить людей на место или объяснять им, вот как вы... Ну, это даже не сказать оправдание, да, тебя обвиняют, а что ответить? Угу. Наталья, ну мне кажется, так как у вас психологический журнал, можно прям по-честному говорить, как есть в психологии, что если внутри тебя есть эта травма, и ты ее туда запихал, и ничего с ней не делаешь, и не прорабатываешь, то, конечно, окружающие, как твое зеркало, будут тебе все время показывать, что она у тебя есть, будут обвинять, показывать пальцем, что-то еще делать, говорят тебе: детка, вот смотри, вот там чей-то голос тебе говорит, а ты его не проработала, иди поработай над ним. Вот. Если вы внутри ресурсные, опорные, если вы приняли своего ребенка, если у вас все кайфово, если вы сегодня идете в приключения, вы вообще не переживаете о том, что у вас ребенок с инвалидностью, ни один человек вокруг не покажет на вас пальцем, ничего не скажет. Все будут радоваться, все будут с вами присоединяться, все будут восхищаться. Ну, то есть мир, он отражает то, что внутри нас. И поэтому, если вдруг вы сталкиваетесь как мама с какой-то историей внешнего мира, ну это просто не внешний мир плохой, это мне нужно проработать какую-то историю, чтобы мир зеркалил меня иначе, что вот это мое зеркало, внешний мир,
видел меня по-другому. Ну, то есть это прям прямое показание пойти в терапию. Как бы сейчас жутко и грубо это не звучало, простите, пожалуйста, если кому-то не нравится, что я это говорю, но то просто это психологический журнал, я думаю, что здесь как бы можно прям по-честному об этом говорить. Вот. Я могу привести пример. Да, я могу привести пример. Например, у меня ребенку в 4 года мы купили первую инвалидную коляску. То есть до этого я его катала на обычной колясочке, такой лялечковой. В 4 года мы ему купили коляску. Инвалидная коляска, вот я не знаю, вот не видно, кто нас слушает, да, вот представьте себе, если вы не мама ребенка с инвалидностью, что вам сегодня впервые нужно посадить ребенка в инвалидную коляску и поехать в школу. Вот с таким ребенком. Я дико радовалась. Мне приехала немецкая, табоковская, крутецкая коляска с крутыми зелеными крыльями. Я надела ему желтую бейсболку, синюю безрукавку. Он был такой красавчик. Для меня это было, как, знаете, как будто Мерседес я выиграла. Коляска стоила 300 тысяч рублей. Крутая. Мы вышли и пошли в школу. У нас глаза светились. Мы радовались, что у нас появилась наконец-то дорогущая коляска. Ни один человек не смотрел на нас пальцем и говорил: о, это мать ребенка инвалид. Нет, все ну, как бы у меня не было внутри травмы этой. То есть я радовалась, что она у нас появилась. И весь мир отражал мне просто нашу радость, что классно, что у нас тоже появилась коляска. Но если бы я стеснялась, если бы я переживала, если бы я сейчас сутулина, если бы я очень нервничала, мир бы вообще по-другому реагировал. То есть вот как дело в том, что да, вот как вы к этой ситуации относитесь, так и окружающие тоже будут вас поддерживать и показывать эту историю. Наталья, я вас не вижу, вы пропали. Вот. Кажется, Наталья вышла из эфира, и мы с вами теперь можем делать то, что хотим. Хотите дискотеку или вечеринку? Можно нам шампанского, пожалуйста? Наталья, вы не вернетесь? Если вы не вернетесь, мы будем пить шампанское. А что вы еще любите? Вот те, кто нас слушает, подумайте, что вы еще любите, как вы любите проводить время, если представить, что у вас сейчас, вот прям вот представьте, что у вас есть все ресурсы, которые вы хотите. Неограниченное количество денег, времени, помощники. Вот с ребенком уже сидит папа, няня, бабушка, все, с ним все хорошо. Что бы вы сейчас делали для себя? Вот прям вот представьте, что бы я сейчас сделала. Вот у меня все есть, все возможности, все ресурсы для этого. И прям попробуйте вот какие-то детали, какие-то эти вот вещи из того, что вы представили, реализовывать потихонечку в каждом дне. Мне кажется, это так классно и восстанавливать себя, и заботиться о себе, и дарить себе вот эту энергию, потому что это вас наполняет и позволяет быть более эффективным в отношении со всем миром, и с ребенком в том числе. Так, слушайте, я не вижу ваши комментарии и не вижу Наталью, поэтому, да, предлагаю пить шампанское и веселиться, потому что я не знаю, что делать одной в эфире. Так, Наталья еще спрашивала, что делать, если все-таки вам говорят какие-то обидные слова. Обычно можно просто просить о помощи, так тоже можно. Вот, потому что самое простое, это вот, ну, просто попросить, сказать: а не могли бы вы мне поддержать дверь? Или не могли бы поддержать мою сумку, пока я там что-то достану, там, если у меня коляска. Ну, то есть можно попросить о помощи, и тогда человек просто включается и поддерживает вас. И ему некогда осуждать, там, задавать какие-то вопросы. Просто и люди, когда видят маму с коляской или там, маму с особенным ребенком, они очень хотят, на самом деле, быть полезными, они очень хотят помочь, но чаще всего они, правда, не знают как. Они не знают как, потому что, ну, я говорила вначале, потому что мы все мало встречаемся с такими людьми, нас нигде этому не обучают, ни в школах, ни в социуме, нас этому не обучают. И поэтому иногда я встречаю человека, он очень хочет мне помочь, он очень хочет там как-то меня поддержать, но он правда не знает как. Он не знает, как задать вопрос, как. Иногда вот эта помощь бывает навязчивая, потому что я могу сама справиться, там, сама все сделать, но он так хочет, и я говорю: окей, давай, помоги мне. Вот это так, вот здесь принеси, здесь поднеси. Потому что человек хочет помочь, и вот ему нужен опыт взаимодействия, ну, например, с ребенком с инвалидностью. Может быть, для него это будет вообще первый в жизни, вот вообще первый в жизни такой опыт. Ну, и можно просто сказать: да, давай, помоги мне, пожалуйста, там, подержать коляску, прокати моего ребенка там по парку, пока я гуляю, а я вот отдохну, выпрямлюсь, распряму плечи, сделаю зарядку, потому что коляску не очень удобно вести. Вот, поэтому принимайте помощь, и когда вы принимаете помощь, не думайте, что вы слабая. То есть, когда я как женщина принимаю помощь, вот я не думаю, что я слабая, я думаю, что я а я даю возможность этому человеку помочь. Ой, а мне Наталья звонит, кстати, прямо во время эфира.
Наталья, а мы здесь пьем шампанское, развлекаемся. Что нам делать? Я не знаю, что делать. Я не вижу звонка. Что сделать? Нет, нет, нет. Угу, хорошо. Наталья пытается к нам присоединиться, но ее почему-то не пускают. А я бы с большим удовольствием ответила на ваши вопросы, но я их почему-то не вижу. Вот. А если у нас здесь есть Александра, Александра, а здесь есть вопросы? Ты видишь их? Вдруг вы видите вопросы друг друга и можете мне их тоже сказать. Было бы здорово. Потому что я очень люблю общаться с аудиторией, отвечать на живые вопросы, которые вот как раз конкретных людей интересуют. Так. Ура, Наталья! Вот вам тоже шампанское виртуальное. Угощайтесь. У нас здесь уже вечеринка. Спасибо, спасибо. Да, маленькие технические сложности какие-то. Я рада, что вы вернулись. Да, вернулась. Так, на чем мы остановились? А то я тут пока разбиралась, я же не слышала. Я рассказывала о том, что если люди вокруг хотят вам предлагают помощь и пытаются помочь, то принимайте эту помощь, потому что, возможно, для этого человека, там, неважно, женщина или мужчина, это вообще будет первый в жизни опыт столкновения с ребенком с инвалидностью. Он никогда этого не сталкивался, вот он видит маму там, с ребенком с коляской, хочет, по-честному хочет помочь, а мама такая: я справлюсь, я там уже 12 лет его катаю, что я не смогу тут с лестницы в подземку сама спущусь. Зачем? Позвольте ему прожить этот опыт, позвольте ему столкнуться с этим опытом, позвольте ему... Это не то, что вы уязвимы, вы не справитесь. Конечно, вы справитесь, вы уже много лет справляетесь, вообще у вас нет сомнения. Но вот позвольте людям вокруг вас попробовать это. После этого, возможно, он придет и подпишется на какой-нибудь фонд. Вот, например, я же директор фонда, я вот думаю, человек очень часто взаимодействует с моим ребенком, вот с сыном, с Матвеем, потом сказать: о, оказывается, у него столько открытий после этого взаимодействия. Он говорит: я хочу помогать вашим детям в фонде. Я раньше боялся детей с инвалидностью, а сейчас я с парнем пообщался, он такой классный, с ним можно поговорить. Я хочу поддерживать ваших детей. Мне нравится эта история. То есть позвольте ему соприкоснуться, и потом он вдруг у него крупная компания, он там несколько миллионов придет в какой-то фонд, и детям там, не знаю, с аутизмом, с онкологией, с кем-то еще будет полезно, и это спасет чьи-то жизни в будущем. То есть вот столкновение мира вот с такой реальностью полезно. Потому что иначе мы живем в каких-то разных как будто бы мирах. А вот тут раз и возможность пересечения. Классно же. Да. Вот мы об этом говорили. Это здорово. Инна, как вы думаете, вот если рассматривать, я не знаю, какие-то все-таки причины, вот вы считаете, что причины того, что определенные детки там рождаются с генетическими отклонениями или патологиями, они больше чисто такого земного материального медицинского характера или есть какой-то высший замысел? Ну, то есть там, я не знаю, карма или так хотела душа ребенка или вот что-то еще. Вот вы во что верите? Ой, Наталья, отличный вопрос задаете. Я бы тут спросила сразу: а вы из какой традиции, и наши слушатели из какой традиции? Потому что тут всегда нужно спрашивать, из какой традиции человек, потому что в каждой религии, в каждой традиции есть разные мнения по этому поводу. Я вот буквально несколько дней назад вернулась с Байкала, там легализованный буддизм на территории России. Вот, и я специально у гида спрашивала, как в буддизме относятся к детям с инвалидностью. Мне не понравился ответ, я вам честно скажу, мне очень понравился буддизм. Я вообще буддистка по всем своим жизненным ценностям. Но история про то, что дети такие рождаются за грехи родителей, мне не нравится. Вот я не поддерживаю. Это буддистский подход? Я даже такого не... Мне ответила так, что в буддизме считается, что это вот грехи родителей. Мне не нравится. То, что это грехи кармы, мне тоже не нравится. Мне нравится, если говорить про моего ребенка, мне больше нравится история, мы же находим то, на что опираемся, что есть какое-то жизненное предназначение, есть какие-то задачи у каждой души. Там уже и по звездам в астрологии, если смотреть, что там все равно у каждого человека, когда вы делаете натальную карту, есть какое-то предназначение. Вот вы можете верить в астрологию или не верить, но вот сколько бы астрологов смотрели мою карту,
У меня все очень просто. У меня все планеты в доме служения. То есть я должна помогать людям. Ну, иначе никак. Вот ничего другого не получится. И там еще, там даже стоит Луна, то есть я должна помогать мамам с детьми. Вот либо у меня школа была для мамы и детей, либо вот еще чем заниматься, но вот только помогать людям, все остальное как бы неинтересно мне. И никогда не было интересно. И вот мне кажется, что мой ребенок родился, у него было какое-то предназначение, был путь, было предназначение, возможно, привести меня к моему предназначению, вот организовать в России такой фонд, что про этот диагноз теперь знают, потому что детей с диагнозом спины бифида в России может быть и 5000. Вот мы сейчас нашли больше 1000, у нас около 1100-1200 детей сейчас в фонде, они есть еще. Им никто не помогал, они нигде не получали помощь. Сейчас у нас больше 10 программ, мы запускаем медицинские исследования, мы запускаем как раз исследование, генетика это или не генетика. Нет, на уровне мира нет такого исследования. Никто не знает, почему рождаются дети с спины бифида. Вот если говорить про медицину, нет данных. Мы сейчас запускаем это исследование. Мы помогаем юридически, адресную помощь оказываем. Ну, то есть у нас очень много программ. Вот, если вдруг нас слушает семья с ребенком с спины бифида, вы не наши подопечные, мы очень просим вас написать, чтобы мы хотя бы про вас знали, потому что статистики в стране не существует. Эти дети жили невидимками. Про них не знало ни государство, ни Минздрав, никто. У нас недавно был случай, что компания-поставщик Эббот, ну, можно назвать, не назвать, компания-поставщик лекарственных препаратов, забирает лекарства из страны, полностью лекарства Дриптан, которые используют наши дети со спины бифида. И оно обязательное, потому что там для мочевого пузыря иначе откажут почки и смертельный случай.